Всем привет, меня зовут Эдуард Кичигин, и сейчас я покажу, как можно рисовать вот такую вот симпатичную графику. Я буду показывать на примере моего скетчбука, и вы посмотрите, и я уверен, разберетесь. Про инструменты расскажу, про материалы, про сам скетчбук и про ту типологию рисунка, которую я использую и которая позволяет мне получать вот такие вот симпатичные результаты в таком прям промышленном режиме, промышленных масштабах. Что это, как происходит, сейчас мы увидим. Это все такая простая, но довольно симпатичная история и выполняется вот такими тын-тын-тын инструментами. Сначала я покажу эту графику поближе, чтобы вы могли понять, что это все, хоть может быть издалека выглядит и немножко страшно, но в целом построено на очень простых формах, очень простых решениях и такой довольно элементарной графике. Обратите внимание, как работает общий эффект, вот это вот фактически черно-белый, ну не черно-белый, а, скажем так, гризаль. Один цвет, ну максимум два цвета. Иногда это у меня происходит. Вот, например, посмотрим на вот эту вот колоннаду. И тени я использую интенсивным черным цветом, а сами фигуры таким довольно сдержанным коричневым. Вот этим, например. И что тут происходит? Ну и не только то, что тут происходит, а как вы можете использовать это для своей практической пользы. В общем, вот, начну сначала. Вы видели результат и каким образом можно к нему двигаться. Первое, допустим, это инструменты. Вот, например, такие Linear Stabilo я использую. Вот такой, видите, один коричневый, другой черный, третий светло-коричневый и такой довольно яркий, но близкий к коричневому желтый. Это вот, например, 3 линера. 4 линера, да, 4. Следующий инструмент — это параллель пен. Это вот такая вот японская ручка. Посмотрите. Тык-дык. Не очень большая, у нее не очень удобная конструкция, но рисовать ей очень хорошо, потому что она имеет вот такую широкую форму, которая делает широкие линии, и вот такие крутые углы, которые делают очень тонкие линии. И сейчас я покажу там дальше видео, как они работают. И вот такой вот микроновский линер, который тоже может делать широкую линию и может писать углом. Делать такие узкие, супер деликатные штрихи, ну, когда он новенький. Про него лайфхак такой, то, что его можно затачивать. Мне никогда в голову не приходило, что можно затачивать линер, а оказывается, да, можно. Это мой небольшой скетчбук формата А4, вот он такой, тыдын. Называется Art Creation. Ну, в общем, мне очень нравится. И бумага такая немножко матовая, немножко молочная, ну, довольно симпатичная, не абсолютно белая. Вот абсолютно белая бумага, и вы видите разницу между материалами. Она ощутимая. И вот здесь, как вы видите, два основных цвета. Один красноватый, и это набросочный цвет. Так как я не использую карандаш и не использую фактически коррекцию, там, стирание, принцип моего рисования — это рисование симпатично и сразу. Этого требует проектная графика. Это один из проектов, который я разрабатывал этой весной. И вот эта вот галерея, она должна была быть частью одного мостика в одной небольшой крепости, о которой я думал в начале весны. Да. И вот это, собственно, вы можете посмотреть реальную работу над проектом. Тут какие-то пояснения, каким образом могла работать крепостная стена. Вот мы посмотрим. Это бойницы, это форма, которая образует возможность ходить вот здесь сверху, вот здесь снизу, получается целая галерея, и там может быть пространство для кафе с видами на пейзаж, и амбразуры бойницы с видами на пейзаж. То есть люди сидят вот здесь за столиками и смотрят через бойницы на пейзаж. А пейзаж там очень красивый, очень-очень симпатичный. Соответственно, это одна часть, а вот это вот вторая часть, это немножко в другом месте этого проекта. И тут более грубые структуры, вот здесь более изящные структуры. Здесь ближе к идее стены, которая защищает замок. Здесь ближе к идее принесения в архитектуру эффектности. Арки, колонны более тонкие, нежели вот здесь вот. Амбразуры нет, потому что вот эта стена, она уходит в земляной вал. Здесь тоже идея с кафе. И вот здесь большая площадка, по которой могут гулять люди. И, соответственно, идею колонн продолжают такие скульптурные композиции. Вы можете обратить внимание на то, что все мои рисунки, они большей частью очень условные. Если мы смотрим на идею человечка, вот такого, то нарисовать его очень несложно, потому что он не очень похож на человечка. Он стилизован и обобщен, и в этом кайф вот этой графики.
Потому что реально по факту приходится рисовать не очень много. И не нужно очень сильно изощряться в вырисовывании всяких деталей. В моем случае это проектная графика, я показываю свои проектные идеи, показываю их клиенту и проверяю, идет или не идет этот проект дальше. Там, или мы поворачиваем в другую сторону, или прорабатываем более детально эти идеи. Есть у меня вот такая вот идея, она достаточно сильно проработана. Ну, обычно там первые эскизы, они совсем маленькие, очень маленькие. Вот я, например, покажу еще один разворот, и это вот как раз проектная идея, касающаяся того проекта, про который на тех листах мы и говорим. И посмотрим немножко деталей, больше условность, меньше деталей, много описания, потому что очень много вложено в ресерч, в изучение контекста и генерирование проектных идей, исходя из контекста места. Я в следующих своих видео поподробнее расскажу и покажу, каким образом работает вот эта вот проектная графика. А сейчас вернемся к самой общей конве, общей концепции, каким образом складывать вот такие вот рисунки. Для этого нужно использовать, например, вот такие материалы. Как это может выглядеть? Мы берем линер, светлый, и делаем им первый эскиз. Чем ближе он к светлому, тем более такой безответственной становится наша графика. А безответственность вот в таком рисунке — это супер классная штука, потому что ты рисуешь легко, свободно. Ты заканчиваешь заморачиваться насчет качества рисунка, там, качества твоей графики, а ты все внимание обращаешь, все силы себя на проектную идею. И вот эти вот закорючки, которые ты рисуешь, это вот сразу движение от импульса мысли, сразу движение импульса на бумагу. И если воспитать вот это вот движение, то оно становится симпатичным. Воспитание складывается из практики, большого количества практики и изучения контекста. Например, я очень много смотрю того, что делали старинные графики и архитекторы. И у меня складываются в голове вот такие вот паттерны, как нужно делать, и не складываются такие паттерны, как не нужно делать. То есть за счет насмотренности моя рука стремится к тому, чтобы реализовывать такие линии, такие формы, которые я видел где-то. А это большей частью вот такие вот разные умные книжки. Вот, например, такая умная книжка, это «Теория дель архитектура». Я в некоторых видео ее показывал. Она очень толстая, она очень тяжелая, и тут, такая суперэффектная графика. Например, вот это. Я смотрю, изучаю, смотрю, как они все это делали. И пытаюсь повторить. Но пытаюсь повторить я, конечно, очень неумело, и поэтому как бы получается, как получается. Но вот это вот получается, как получается, мне кажется, довольно эффектно. И если это у них в парадном режиме, а это у меня в рабочем режиме, например, вчера я ехал в автобусе с Вологды в Санкт-Петербург, и 3 часущимся автобусе делал графику. По этому поводу есть вот видео, можно посмотреть, как в негативных условиях, когда все против тебя, может получаться хорошая графика. Это возможно. И как выглядит процесс? В целом, по-простому. Я делаю эскиз вот каким-нибудь таким инструментом, который безответственный совершенно. То, что я нарисую им на моем листе, на моем скетчбуке, оно может быть легко откорректировано каким-то инструментом вот таким, который более темный, более интенсивный и дает больший эффект, его лучше видно, просто его лучше видно. Этот видно не очень хорошо, этот видно лучше. И потом вот этот эскиз, нарисованный сверху вот этого, я могу откорректировать совершенно черным. Черный — это уже предел, это уже нет ошибки. Но и даже это можно откорректировать, взяв более широкий линер и расставив акценты там, где нужно. Что получается? Первичный эскиз вот таким, чуть-чуть его подкорректировать вот этим и принести, например, некоторые оттенки вот этим и запиналить все вот этим. И получается такое многократное исправление и уточнение эскиза без необходимости стирать. Резинку я не использую, и карандаш не использую тоже. Почему? Потому что мне хочется, чтобы моя графика была максимально эффектна сразу. А вот эти вот инструменты, они дают типографичный эффект. То есть это уже становится похоже на книжку. Если листать мои скетчбуки, то они, собственно, вот так похожи на книжки, на такие книжки графические по проекту. И поэтому у них черные обложки, да. Я вот это вот очень-очень-очень люблю. И, соответственно, возвращаясь вот к этой идее, к практическому применению вот этих вот историй. Если мне, например, нужно сделать какое-то обрамление для той структуры, для той формы, которую я уже нарисовал, я буду делать это вот, например, таким
линером, который меня ни к чему совершенно не обязывает. Ну, в принципе, у меня уже рука набита, но она набита, потому что, ну, я делаю вот эту вот практику. И теперь смотрите, есть интенсивный цвет, но ни к чему особо не обязывающий. Теперь мы берем вот эту вот историю, более темный линер, и начинаем прорабатывать те моменты, те участки, которые нам необходимы. Я, например, хочу выделить форму вот этих вот камней. Вот я проработал, форма уточнилась, и то, что было до этого, посмотрите, вот этот момент, он ничуть не мешает, совершенно не мешает, а приносит свою декоративность. И поэтому, например, мы смотрим на мои рисунки, в них как бы очень много линий, но они все вместе работают между собой, потому что это как такой слоеный пирог. И могу делать такие простые, мягкие штрихи. То же самое происходит вот здесь. Если я буду корректировать более светлым оттенком, то в моей вот этой вот гамме, которую я выбрал для себя, а выбрал ее, собственно, потому что вот старинные монстры, они рисовали приблизительно плюс-минус такой цветовой картине. Вот это все не портит, а только дополняет и усложняет, и делает более эффектной вот эту вот историю. Делает ее более вкусной. Вот это набор оттенков, которые радостно приближаются к такому идее сепии. И линеры, вот эти вот стабиловские, они очень неплохо работают с этим. Кстати, лайфхак. Линеры стабиловские, они размываются водой. Если взять аквабраш и нарисованную фигуру попробовать размыть, вы получите очень такой деликатный, очень суперский оттенок чернил. Это я тоже использую, но я думаю, запишу на этот счет, наверное, какое-то отдельное видео. Ну, это, чтобы рисовать вот такую графику, ваша задача становится предельно проста. Для этого нужно научиться сначала строить формы, например, более светлыми оттенками. Вот я покажу. Вот строю форму прямоугольника. Ну, допустим, кубика. Вот она. Нарисую кубик. Кубик рисовать очень полезно. Вот эта форма кубика. Теперь корректирую ее вот этим. Уточняю. Исправляю в тех местах, которые мне не нравятся. Например, вот эту грань я исправил бы, вот эту я исправил и вот эту исправил. Теперь смотрите, что происходит. Окей, вот здесь дорисовал, вот здесь дорисовал. Вот такой он более симпатичный, более эффектный и выигрышный. Что происходит с изначальным рисунком? Он там же присутствует, но он нисколько не портит вот этот мой второй вариант. И все вот эти вот формы, которые я рисую, они и состоят из таких прямоугольников. Тут прямоугольник, тут прямоугольник, тут прямоугольник, тут прямоугольник. Если это понятие использовать, то ничего сложного не происходит. Для того, чтобы построить арочную проем, нужно научиться рисовать вот такую вот структуру, вот такую. И видите прошлые мои наброски, прошлые мои поиски линий, вот они здесь присутствуют, ничего не стерто. И это работает только в плюс. Здесь я ошибался, вместо вот такой вот правильной арочной структуры я нарисовал вот такую вот корявку. И есть ли проблема? Нету проблемы. И вот здесь, видите, сколько ошибок? Ошибок миллион. Поэтому можно не бояться, а сразу же начинать практиковать и использовать, ну, вот этот вот метод. Почему вот эти цвета? Потому что, опять же, повторюсь, у меня итальянская школа, и я двигаюсь вот в таком направлении к благородному, чистому ощущению сепии. Соответственно, то же самое вот здесь. Видите, сколько ошибок и корректирования вот этих вот даже простых форм. Поэтому я рисую как пойдет. То есть сразу же стараюсь вытаскивать эту идею из головы, не обращая внимания на форму. А потом, если эта форма достойна того, чтобы и про нее немножко подумать, я беру более уточняющий цвет. Вот сначала этот, потом вот этот, потом вот этот. А если мне интересно выделить всю вот эту вот структуру, я беру вот такой линер, вот он, тык-дык, тык-дык, и начинаю приносить туда вот такие вот интенсивные тени. Вот это, например, сделано ею. Вот сюда нужны тени, вот сюда. Вот здесь можно пройтись, вот здесь. И они образуют вот такие вот акценты, которые теперь, если посмотреть, они вот видны интенсивно. Вот этим я дорабатываю мой рисунок, расставляю ритмы, делаю его вкусным. И то же самое можно делать
вот этим инструментом. Parallel Pen, японская классная ручка. Вот она так рисует, сейчас покажу. Например, тын-тын. Листики, цветочки или геометричные формы. И тут же тенеобразование. Бам. Очень интенсивно. Ровно та же самая ситуация. Я не меняю инструмент, но получаю возможность от очень тонкой линии сразу же переходить к толстым интенсивным штрихам. Ну вот здесь, например, я теряю возможность поэтапной работы с цветом, но, в принципе, если хорошо напрактиковался, то можно рисовать сразу же начисто. И рисование сразу же начисто — это супер хороший навык, потому что у тебя приходит идея в голову, ты сразу же выкладываешь ее в скетчбук, выкладываешь это в привлекательном виде, и все радуются, и ты, и клиент, и зрители, которые смотрят твои скетчбуки и говорят: молодец, классно, как ты это делаешь. А тебе легко, потому что сложились вот эти вот моменты, это километраж, это тренировки. Каким образом нужно тренироваться? Собственно, вот таким. Нужно ввести это в ежедневную практику. Если это вводится в ежедневную практику, то все получится. Если по-другому, то я не знаю, мне приходилось делать это ежедневно. То есть нужно связать с какой-то деятельностью. Например, я делал такой странный челлендж: ты не ешь шоколад, не ешь конфету, пока ты не нарисуешь эту конфету. Не то, чтобы я долго продержался с этим челленджем, но я так делал, и это работает. В общем, на это что-то предлагаю пофантазировать, и, может быть, вы придумаете тот челлендж, который реально для вас работает, тот, который для вас лучший. Надеюсь, это было полезно. Это практическая история. Если делать так, то и получится, как у меня. Если вам нужны более конкретные, более подробные уроки, как вот эту вот всю штуку рисовать прям пошагово-пошагово, то ссылка внизу в описании на мой сервис Boosty. Там платная подписка, по-моему, 400 рублей в месяц. И там я прям пошагово это все рассказываю. Там ставь ножку сюда, ставь ручку сюда, бери вот это вот, рисуй такую закорючку, получится вот так. Ну, просто там все разжевываю. Это мой сервис Boosty. Подписывайтесь, чтобы не биться головой об стену в поисках дороги вот в такую графику. А это дорога в старинную благородную графику. Не ерунда какая-нибудь. В общем, вот, меня зовут Эдуард Кичигин. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем чао-чао, хорошего вечера. Пока.